Всем привет! Вы на канале Lovecraft. В этом видео буду делать ножны для легендарного ножа Маузер, который я сделал своими руками. Видео о его создании ты можешь посмотреть по ссылочке в описании. Для создания этого шедевра мне понадобится березовая доска, немного кожи, а также кожаные ремни. Еще понадобятся металлические шарики из баллончиков и горсточка разного чермета. Еще мне понадобится полоса из пружинистой стали для изготовления замка фиксации будущих ножен. Ну и конечно же самый главный ингредиент – это идейный вдохновитель. Ну чё, кот, начинаем творить? Да. Нанес разметку и при помощи кромочного фрезера удаляю всю ненужную древесину. Фрезеровка выполнена. Далее отпиливаю все ненужные части ножовкой и обрабатываю на самодельном наждаке. Центральная часть готова. Приступаю к созданию крышки. Ее я буду делать по тому же методу, из двух половинок. Чтобы нож в ножнах сидел как влитой и не болтался, наношу на крышку вот такую сложную разметку. В дальнейшем установлю сюда пружину, которая будет упираться в рукоятку ножа и придаст дополнительную фиксацию в ножнах. Человеческая лень – это двигатель прогресса. Поэтому и я, заебавшись работать напильником, придумал вот такую приспособленную сверлильный станок. С помощью нее обработка пойдет гораздо быстрее и будет более точной. Чтобы крышка имела функцию открываться и закрываться, необходимо изготовить петлю, чем сейчас и займусь.
Через эту петлю в дальнейшем будет проходить ремень, поэтому необходимо изготовить фиксатор. Делать его я буду из обычного гвоздя. Все получилось отлично, в принципе, как и всегда. Самое время слезать грани. Ну вот как-то так. Следующим этапом буду изготавливать кнопку. Кнопка почти готова. Приступаю к созданию замка фиксации. Его я сделаю из 8-мм пластины и при помощи клепок интегрирую к нему пружину. Вот так весь этот механизм выглядит в сборе и отлично работает. А значит, можно нанести насечку на кнопку. Замок работает, а значит и с этой задачей я справился отлично. Поэтому можно приступать к следующей, а это изготовление муссата. Мне понадобится пару отрезков 16-го кругляка, пару шариков и березовая заготовка. Из этих материалов я изготовлю рукоять, а сам муссат я приобрел на маркетплейсе. Зацени это отдельное произведение искусства. Я думаю, заслуживает лайка и подписки на канал. С токаркой закончено, теперь приступаю к шитью. Все металлические элементы буду чернить при помощи жидкости для холодного воронения. А деревянные части покрою морилкой и пропитаю маслом. В дальнейшем покрою яхтным лаком.
Опыта работы с кожей у меня не так много, но думаю, вышло неплохо. Стежки все ровные и крепкие. Чтобы ножны были более интересные и подходили по стилистике ножа, изготовлю металлическую табличку с надписью «Маузер». Гравировку на пластине буду делать при помощи электрохимического отравления. Для этого переношу рисунок на металлическую заготовку и опускаю его в соляной раствор, подключая к нему блок питания на 12 вольт. Ну вот и все, работа полностью готова. Спасибо тебе огромное, что досмотрел до конца. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если до сих пор почему-то этого не сделал. Еще я хочу тебя попросить оставить пару комментариев, это помогает продвижению канала. А также я создал телеграм-канал на случай блокировки YouTube. Ссылочка будет в описании. Спасибо за просмотр.